Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, для чего вы пришли в свой род. Обратите внимание на месяц своего рождения и узнаете информацию. Также обратите внимание и на членов вашей семьи, в каком месяце они родились, и попробуйте найти точки соприкосновения, для чего вы пришли в свой род. Очень важная, ценная информация. Поэтому мы рекомендуем просмотреть это видео детально. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, вам ничего не стоит, а нам приятно. Итак, друзья, с вас лайк, а с нас ценная информация. Итак, давайте начнем с января. Итак, люди, рожденные в январе, в прошлом воплощении сделали что-то очень плохое своему брату или сестре. И вот родившись сейчас в этом воплощении, ваша задача — это помогать своему брату или сестре. И, скорее всего, этот брат или сестра, они будут нуждаться в помощи. У них могут быть серьезные проблемы по здоровью и какие-либо другие жизненные проблемы или неурядицы. И раз это кармическая задача, то именно поэтому вам ее будет сложно выполнять. Почему? Потому что у вас, скорее всего, могут быть не очень хорошие отношения с братом или сестрой. И вам вот придется наладить эти взаимоотношения и всячески помогать. Мамам и папам, если у вас родился ребенок в январе, знайте, что должен появиться и второй ребенок в семье. Дайте возможность отработать своему январскому ребенку его задачу. Дело в том, что при неотработанных кармических задачах человек никогда не сможет быть по-настоящему счастлив, при этом ни в профессиональной деятельности, ни в семье. И если январский ребенок все же в семье один, то знайте, что люди подсознательно решают свои задачи, они братаются и помогают своему другу, своей подруге, который ему как брат. Обращайте, пожалуйста, на это особое внимание. Далее февраль. Знаете, что февральские дети пришли к своим бабушкам и дедушкам. Значит, в прошлых воплощениях были какие-то неблаговидные поступки, связанные с бабушкой или с дедушкой. И по законам жанра в этой жизни будут напряженные отношения между дедушкой и внуками. Либо дедушка, бабушка будут болеть, и внуку или внучке придется за ним ухаживать. Жертва личным временем и интересами. Это можно отработать еще в детстве, молодости, как наладьте отношения. Не должно быть осуждения и агрессии к своим старикам, а только желание понять и помочь. Дело в том, что любой неотработанный долг будет висеть на человеке тяжелым грузом, мешая ему реализоваться уже в своих семейных отношениях, и большая вероятность, что вы впоследствии сами и пострадаете от своих внуков. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Далее март. Если ваш месяц рождения март, то это означает, что на его маму ложится сверхзадача – научить ребенка правильному пониманию мира, взаимоотношений между людьми, что такое хорошо и что такое плохо. Дело в том, что люди, которые родились в марте, в прошлом воплощении делали много ошибок по жизни и, к сожалению, не умели принимать решения. Были серьезные сложности во взаимоотношениях с близкими людьми. Они причиняли боль и страдания людям, которые их окружали, которые их искренне любили. И теперь мама должна многому научить своего ребенка, передать ему свою мудрость, терпение. И ребенок этот, как ни странно, очень внимательно слушает, что говорит мама, и не только в детские годы, а уже и став взрослым человеком и даже обзаведясь своей семьей. Вы знаете, все бы было бы замечательнее, если мама была действительно мудрая женщина, но по большой части получается так, что мама, видя такое внимание со стороны своего ребенка, начинает просто-напросто вмешиваться, давить, буквально при этом во все сферы жизни своего ребенка, который уже при этом взрослым и при этом достаточно авторитарно. И часто такая материнская любовь бывает и причиной разлада в семье человека, рожденного в марте. Поэтому, мартовские дети, любите и уважайте свою маму, но и учитесь принимать решения в жизни самостоятельно. Это очень важно для вас.
Далее апрель. Вы знаете, апрельские дети имеют кармическую связь со своим отцом. Это значит, что часть ответственности за неблаговидные поступки своего отца апрельский ребенок должен каким-то образом разделить. Хорошо, когда полная семья и ребенок с детства может наладить контакт со своим отцом, своим существованием и поведением, сделать отца чуточку добрее, ответственнее, знаете, как-то повлиять на его мировоззрение. Апрельский ребенок всегда будет ощущать свою связь с отцом, даже в том случае, если он никогда его не видел. И сейчас, к сожалению, много неполных семей. Отыскать отца, наладить отношения – это не обязательно, но всю жизнь чувствовать, что нечто важное ускользает от тебя, какой-то, знаете, необъяснимый раздрай в душе и в делах. Даже не зная, не видя своего отца, вы несете ответственность за часть его проступков, и досадно, что сложно повлиять на все это. Далее май. Знаете, майские дети, как январские и апрельские, несут часть кармы своих родственников. И прав был король в одной известной сказке, что родственники жили как свиньи, а я должен все это расхлебывать. Вы знаете, майские приходят к мамам. Та же история, что и с апрельскими детьми, только майские делят ответственность за нехорошие поступки, которые сделала мама. И это значит, что мама часто не подарок. И есть у нее какие-то серьезные проблемы во взаимоотношениях с майским ребенком. И если мама продолжает делать серьезные ошибки в жизни, то удары по судьбе майский ребенок разделит с ней сполна. И здесь задача самого человека, который родился в мае, наладить взаимоотношения с матерью, повлиять на ее поведение, помочь осознать, что счастье ее ребенка в ее же руках. Далее июнь. И вы знаете, в июне рождаются дети, которые в прошлом воплощении по каким-то причинам не имели семьи. Следовательно, у них мало опыта семейной жизни. Чтобы успеть накопить данный опыт, такие дети рождаются в семьях со сложными взаимоотношениями между матерью и отцом, бабушками и дедушками. И задача ребенка примирять враждующие стороны, четко усвоить для себя роли женщины-матери и мужчины-отца. Главная задача июньских детей – научиться любить и принимать родителей такими, какие они есть, и донести вот это понимание своим родителям, не допускать агрессии и обид по отношению к родителям. В случае, если не удается примирить и супруги расходятся, либо родители не общаются с бабушками, с дедушками, то у этих детей уже во взрослой жизни также будут сложный брак и трудные взаимоотношения в своей семье. Далее июль. Вам может показаться странным, но задача людей, которые родились в июле, заключается в том, чтобы перевести семью или кого-то из членов семьи в другой город или в другую страну. Возможно, это для кого-то сейчас удивит, но вот, к сожалению, это так. Появление в июле ребенка обозначает для семьи, что она слишком стабильна и не развивается, поэтому необходим новый опыт, новые эмоции, новые свершения. И даже можно заметить, что людям, которые рождены в июле, поневоле приходится ездить в длительные дальние командировки. Либо они женятся, выходят замуж за иностранцев и уезжают на родину супругов. Или сама по себе возникает вот эта идея уехать в другую страну или вообще на другой даже материк. И здесь надо соглашаться на переезд. Главное, чтобы уехал не один человек, а перевез кого-то из своей семьи или создал сразу же свою семью на чужой стороне. Есть и альтернатива дальнему переезду. Главное для семьи, где родился июльский ребенок, это получить новый духовный опыт. Следовательно, нужно начать активно развиваться интеллектуально. Вам надо повысить свой интеллект выше уровня своих родителей. Далее август. Ребенок, рожденный в августе,
показывает своей семье, что у каждого из супругов должен быть другой партнер по браку, что этот брак будет крайне конфликтным, и супруги будут страдать от совместного проживания. А задача ребенка, которого родился в августе, так же как и в июне, скрепить этот союз, найти компромисс между родителями, не брать чью-то одну сторону и тем более ни в коем случае не стать источником новых конфликтов. В противном случае с ним приключится та же история, впоследствии создаст семью с человеком неподходящим. Не значит, что с плохим, просто не со своим человеком, знаете, как не с родной душой. И здесь не будет взаимопонимания в семье. Далее сентябрь. Вы знаете, в сентябре рождаются очень талантливые люди. Особенно касается тех, кто рожден именно в 20-м столетии. И сентябрь – это 9-й месяц и год рождения 1900. И как минимум 2 девятки говорят нам о наличии образного мышления. Это априори творческие личности со способностью к развитию более высокого сенсорного уровня. И здесь основная задача родителей сентябрьского ребенка – это найти талант у своего ребенка, помочь максимально развить его. Знаете, реализовать свой талант. А и основная задача человека – это рожденного в сентябре. Он способен, кстати, прославить свой род, и здесь нужно постараться материализовать наработки рода в сфере творчества. И вот это основная задача сентябрьских детей. Хотелось бы добавить, что дети, рожденные в другие месяцы, могут быть не менее талантливы, и благодаря нумерологии, астрологии, хиромантии можно выявить эти таланты еще во младенчестве. Это задача уже родителей – дать максимальную возможность для раскрытия талантов своих детей. Далее у нас, друзья, с вами октябрь, и месяц рождения октябрь говорит нам о том, что основная задача родившихся именно в октябре – это приумножить капитал рода. У этих людей всегда будут деньги, будет всегда хорошая работа или иные источники дохода, ровно до тех пор, пока они дают расти полученному от родителей капиталу. Люди, рожденные в октябре, к сожалению, обычно они меркантильны, и это понятно, потому что у них задача такая – финансы и их рост. В детстве те, кто родились в октябре, очень часто конфликтуют с родителями и хотят только брать, а вот во взрослой жизни, взяв, стремятся скорее продать. Если вы в наследство получили квартиру, то продать ее вы можете только в случае, если добавите собственные деньги и купите жилье более дорогое и презентабельное. Если это, например, капитал в валюте, то добавьте свои сбережения и положите под проценты, чтобы впоследствии можно было купить хорошую недвижимость, землю и так далее. Также стоит вам сделать и наоборот, продать или потратить наследство, не вложив своих сбережений, а наоборот, купив что-то меньшее, чем было. Как очень скоро вы сами заметите, что деньги уплывают сквозь пальцы, что на работе вас подсидели, ваша фирма распалась или вы заболели, и все доходы просто уходят на лечение. И вот возникает вопрос, стоит ли вам рисковать. Поэтому те, кто родились в октябре, пожалуйста, и у вас есть дети, пожалуйста, проанализируйте и подумайте, как вы можете дальше поступать, чтобы приумножать деньги. Далее ноябрь, и в ноябре рождаются дети с целью и задачей повысить статус своего рода. Они всегда будут стремиться получить образование, жениться или выйти замуж за статусного перспективного партнера. И здесь родителям нужно помогать ноябрьскому ребенку в получении образования, навыкам общения образованного общества. Планку ставить, исходя из того, кем были родители ноябрьского ребенка. Если были рабочими, то стать мастером, начальником цеха. Если были врачом, то стать главврачом или заведующим, например, больницей. Также очень хорошо у них получаются спортивные направления, так как по жизни любят преодолевать всевозможные препятствия. На низшем плане проявление сильной агрессии, так как есть сила и энергия для достижения определенных высот. Поэтому лучше отправлять в спорт, чтобы тратили энергию на спортивного противника.
Далее декабрь. Друзья, в декабре рождаются молодые души, и они еще ничего своему роду не задолжали. У них не должно быть серьезных задач, и поэтому они даже в какой-то степени имеют поблажки от высших сил. Но так как эти люди не так давно стали воплощаться на нашей прекрасной планете Земля, то у них нет сильной связи с родителями. С детства у них есть ощущение, что у них были другие родители, и сейчас ведут себя они несколько отстраненно от нынешних родителей. С детства любят говорить: я сам, я не нуждаюсь в вашей помощи, я сам все смогу и так далее. И парадокс в том, что именно родители смогут помочь, когда во взрослой жизни люди, рожденные в декабре, попадают в сложные ситуации, а такая ситуация непременно возникнет. И в этом и суть, что надо наладить контакт с родителями, прийти и попросить помощи. Не самые мудрые родители встанут в позу и скажут, что ты хотел все сам, вот и делай сам. Друзья, теперь вы знаете, для чего вы пришли в свой род. Обязательно просмотрите и своих членов семьи, также бабушек, дедушек, и найдите, пожалуйста, точки соприкосновения для того, чтобы вам было легче жить. Потому что, вы видите, есть знаки, которые могут, люди, рожденные в том или ином месте, могут, наоборот, приумножать деньги. Есть, которые имеют определенные задачи и цели, связанные с обществом и так далее. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк к этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья. Услышимся с вами в следующем видео.